Здравствуйте, мои дорогие! Я открываю рубрику «Посиделки у камина». Поболталки, побалделки, если хотите. Вот это такой подсвечник, давнишний, ему очень много лет. Кто-то, наверное, его узнает, потому что кто-то видел, а кто-то и подарил этот подсвечник. Спасибо вам, дорогие, за присутствие в моей жизни, э, за длительное э, отношение, за короткие, за яркие моменты нашей жизни. Спасибо огромное. Вот я украшаю пространство около камина. Ну, это символизирует, с моей точки зрения, такой вот костер. Костер. Вот в вазе от ранее купленных цветов по случаю, по-моему, моего дня рождения. Ну, у меня был юбилей, вот, осталась такая вот штучка, такая сеточка, она очень красивая, яркая, с блестками, и тут заняла свое место у камина. Вот он сам камин, он темненький, пока не горит, но мы его зажжем. Вот он такой. Это окрестности камина. Посмотрите, какие у меня есть спички. Сухое пальне. Это, понимаете, такой сухой спирт. Согреться значит выжить. Спички каминные. Вот это вот спички охотничьи. Ну, я такое вот дело люблю. Развел костер, разведи спирт. Но разжигать мы будем не этим. Да, тут вот есть картинка замечательная, Заграда Фамилия. Это кто был в Барселоне, тот знает, кто не был, я вам желаю посетить. Это место уникальное. Ну и подсвечники тоже некогда подаренные друзьями. Это вот один из них представитель. Там у меня еще есть уголечки, вон там в коробке. А мы на них не обращаем внимания, пока у нас есть дрова. Уголечки такие, вот такая растрескавшаяся доска, она такая была изначально. Это французский камин. Нельзя было купить наших, что-то попроще. Вот можно было только, ну, имеем, вот это имеем. А разжигать мы будем камин вот такими спичками. Спички длительного горения. Видите, время горения одной спички 5 минут. Они такие странненькие. Это вот надо отковырнуть одну спичку, и тогда что-нибудь получится. Сейчас я буду разжигать, а вы пока подождите.